Когда волонтеры увидели это заросшее колтунами существо, они не сразу поняли, что перед ними собака. Все это время этот песик как-то жил на улице, при этом ничего не видя из-за огромных колтунов. К счастью, ему встретились неравнодушные люди. В этом заросшем колтунами песике было трудно узнать собаку. Все это время он жил на улице и даже еле передвигался. Однажды ему встретились добрые люди и принесли его в Центр спасения животных округа Клинтон в США. Мы смогли определить, где его голова, только после того, как услышали его дыхание. Не было видно ни глаз, ни носа. «Я до сих пор не понимаю, как он жил на улице все это время», — говорит сотрудница приюта. Непонятно, как он находил себе пропитание, скорее всего его подкармливали добрые люди, но почему они не стали помогать псу, непонятно. Сотрудники начали обработку шерсти пса, и после нелегкой процедуры сняли с него целых 7 килограммов шерсти и колтунов. Сама стрижка заняла несколько часов, но собака выдержала ее достойно. По животному было видно, что долгие годы оно содержалось в небольшом пространстве, скорее всего в клетке. Вдобавок песик не получал никакого ухода, что сильно сказалось на его состоянии здоровья. После процедуры песик стал, наконец, похож на собаку. Он был очень благодарен спасателям за помощь, и сиял от счастья, наверное, впервые смотря вокруг без колтунов перед глазами. Но это было только началом, ему предстоял еще долгий путь лечения от паразитов и других заболеваний, приобретенных в ходе тяжелой жизни. Спасатели назвали песика Пэт и определили, что ему 9 лет, и он помесь кокер-спаниеля. После стрижки Пэт был полон энергии. Песик начал активно играть, бегать, радоваться жизни, словно в нем проснулся щенок. Он был рад снова оказаться нормальной собакой. Сейчас за Пэтом ухаживает приют, где восстанавливают его здоровье. После для этого чудесного мальчика подыщут постоянных хозяев.